Всем привет! Ловите один необычный факт из жизни шпагатов. А вы знали, что не все люди могут сесть на поперечный шпагат? Это обусловлено особенностями строения тазобедренных суставов. Дело в том, что тренировки влияют на развитие связок и сухожилий сустава, но никак не на кости. Преградой для исполнения поперечного шпагата в этом случае выступает тазобедренный сустав с суставной впадиной, связанной с шейкой бедра. Обычная шейка бедра создает угол 120-135 градусов. Если же угол менее 120 градусов, то это считается барьером, ограничивающим движение сустава. Варусное расположение. Анатомически, при попытке выполнить поперечный шпагат, шейка бедра у человека с такой особенностью будто заедает, не давая полностью растянуть мышцы и добиться заветного угла в 180 градусов. Такая особенность не всегда видна, а проявляется она только благодаря рентгеновскому снимку. При этом каждый человек, начав делать упражнения на растяжку, может почувствовать, когда ограничивается амплитуда движений. Это становится понятно почти сразу. Нередко можно встретить такой парадокс. Взрослый человек, который никогда не занимался гимнастикой или балетом, начинает заниматься стретчингом и достигает первых успехов уже через пару месяцев. Особенно в растяжке поперечного шпагата. А все почему? От природы ему был дан подвижный тазобедренный сустав. И стоило ему начать растягивать мягкие ткани, как постепенно стали уходить все ограничения для шпагата. Есть и обратная ситуация. Человек может долго заниматься всеми видами растяжки, даже овладеть правым и левым продольными шпагатами, но если строение сустава закрытое, добиться полной выворотности не получится. В таком случае мышцы внутренней поверхности бедра как будто бы спят, потому что так и не получается включить их в работу. Растяжка постоянно останавливается на одном и том же месте. Чтобы понять, сможете ли вы сесть на поперечный шпагат, сделайте следующий тест. Встаньте рядом с опорой. Стул, стол, подоконник, шведская стенка и так далее, находящийся на уровне тазобедренного сустава. Повернитесь боком к опоре, поднимите ногу и положите стопу на опору. Колени держите прямыми. При этом опорная нога должна быть прямой, а таз не наклоняется ни по сторонам, ни вперед-назад. Итак, выполняем тест в двух вариациях. Первая. Стопа тестируемой ноги развернута вверх. Вторая. Стопа развернута внутренней поверхностью к опоре и параллельно полу. Если этот тест удалось сделать на обе ноги, то чисто теоретически вы сможете сделать поперечный шпагат. Таким образом, сесть на поперечный шпагат могут не все. И дело не только в упорстве к достижению цели. Есть законы природы, которые намного сильнее воли человека. Но советую не отчаиваться тем, кому не поддается поперечный шпагат. Ведь это отличный повод сделать упор на продольный. Он-то способен поддаться абсолютно каждому. Знали о таком факте о шпагатах? Пишите в комментариях. Пока!